Последний год Великой Отечественной войны был характерен тем, что Красная Армия в ходе своего неудержимого наступления массово использовала новейшие тяжелые танки прорыва ИС-2, вооруженные пушкой калибра 122 мм, равных которым не было в мире. Естественно, и после окончания войны в нашей стране продолжали создаваться новые, еще более мощные тяжелые танки. Лучшим из них стал 50-тонный Т-10, запущенный в производство в 1953 году. Правда, в середине 50-х годов у потенциального противника тоже появились и новые танки, и новые виды противотанкового оружия. Так что нашей армии потребовалась еще более сильная боевая машина с лучшей бронезащитой и с более мощной пушкой. Разработку нового танка на конкурсной основе поручили конструкторским бюро Ленинградского Кировского завода и Челябинского тракторного завода. И если челябинский проект внешне не очень сильно отличался от Т-10, то ленинградский объект 279 был полностью новой разработкой. Причем такой смелый и интересный, что до сих пор этот танк считается одним из самых необычных в истории мирового танкостроения. Выделялась эта машина буквально всем, но наиболее характерной особенностью была ее необычная ходовая часть, состоявшая из двух пар гусениц, размещенных под днищем танка. Опорные катки гусениц крепились не к бортам корпуса, а к двум спансонам, являющихся также топливными баками. Благодаря 4 гусеницам объект 279, в отличие от всех других танков, не мог сесть на брюхо. Этот 60-тонный стальной монстр обладал потрясающей проходимостью и мог воевать даже на заболоченных участках. Он также легко преодолевал противотанковые заграждения. Огромным преимуществом этого танка было то, что он мог передвигаться в распутицу, когда все прочие танки просто увязли бы в непролазной грязи. Конечно, у подобной схемы имелись свои недостатки. На 4-гусеничном танке было не просто осуществлять повороты. Стоил такой танк гораздо дороже обычного. К тому же устранить повреждения внутренних гусениц, например, при подрыве на мине, силами экипажа было практически невозможно. Но не только ходовая часть отличала объект 279 от других боевых машин. Новый танк обладал чуть ли не абсолютной защитой. Его литой корпус и башня имели не только значительную толщину, но и обтекаемые формы, благодаря чему вражеские снаряды рикошетировали от брони. Так, носок лобовой башни корпуса имел толщину 285 мм. Затем броня утончалась до 192 мм, но при этом она имела очень сильный наклон до 60 градусов, что было эквивалентно броневому листу толщиной в полметра. Броня бортов доходила до 182 мм, ведь это просто фантастический показатель для мирового танкостроения. Толщина башни тоже была весьма внушительной. Она доходила до 305 мм. Причем башня имела столь мощный броневой пояс и по бокам, а не только в лобовой ее части, как практически на всех других танках. К примеру, у нашего основного тяжелого танка Т-10 толщина лобовой и бортовой брони корпуса составляла 120 мм, а башни 157. Уровень защиты танка объект 279 обеспечивал непоражаемость при обстреле из любого танкового орудия того времени, даже на ближних дистанциях. Но это еще не все. Танк имел дополнительную защиту и от новейших видов вооружения, снарядов и ракет с кумулятивным зарядом. Для этого поверх основного литого бронекорпуса устанавливались разнесенные стальные экраны криволинейного профиля, придавшие корпусу танка необычную обтекаемую форму. Порой посетители танкового музея в Кубинке, где хранится объект 279, постучав по броне этого танка и услышав характерный звон пустого железного бака, думают, что перед ними легкий плавающий танк с тонкой противопульной броней. На самом же деле они стучат по наружному экрану, обеспечивающему дополнительную противокумулятивную защиту. Этот экран вызывает взрыв снаряда или ракеты на большом удалении от основной брони. Интересен тот факт, что до самого появления танка Т-80У объект 279 оставался самым защищенным и самым мощным танком в мире, имеющим рекордный уровень защищенности, достигнутый без применения динамической защиты. Вооружение танка тоже было очень мощным. Оно состояло из 130 мм пушки и спаренного с ней 14,5 мм пулемета. Кстати, дульная энергия орудия была в 1,5 раза больше, чем у современных 125 мм танковых пушек. Заряжание орудия было полуавтоматическим, что обеспечивало боевую скорострельность до 7 выстрелов в минуту. Какая судьба могла ожидать этот танк в дальнейшем, сегодня говорить сложно. Во всяком случае, можно предположить, что в отдельных климатических районах, например в тундре, а также в условиях тяжелого бездорожья, у этого танка на поле боя в принципе не могло быть достойного противника. Танк вышел на испытание в 1959 году, но так получилось, что летом 1960 года руководитель нашей страны Никита Сергеевич Хрущев, уделявший непомерно большое внимание ракетному оружию, приостановил вообще все работы по тяжелым танкам. В
карьере объекта 279 была поставлена точка. Работа по машине свернута. Последним же тяжелым танком в мире остался модернизированный Т-10М.